Один из таких часто встречающихся вопросов у меня от наших студентов, психологов начинающих, от моих подписчиков, читателей, это вопрос такого плана. Подскажите, пожалуйста, как работать с... Ну, и дальше идет свое, там, с чувством обиды, с чувством зависти, с психосоматикой, с ревностью, с лишним весом, еще с чем-то. Я отвечаю всегда так. Вот человек, кто задает этот вопрос, он исходит из предпосылки, что каждая отдельная какая-то психологическая проблема, скажем, имеет свой собственный протокол или какой-то алгоритм лечения. Но это неверный с точки зрения профессиональной психологии подход. Будь то чувство обиды, или ревности, или зависти, или психосоматика, или еще что-то, все это является симптомом. Вот если мы говорим о профессиональной работе психолога, то мы на это смотрим как на симптомы. Понятно, что работать с симптомом – дело неблагодарное. Симптомы чего? Все это симптомы внутреннего конфликта или внутреннего раскола. И вот профессиональный психолог работает с этим внутренним расколом. Но, скажете вы, сколько же на рынке есть курсов, тренингов, прочее по работе с обидой, по работе с, не знаю, там, гневом, по работе с лишним весом и так далее. В этом случае это больше про маркетинг, чем про психологию. И я не говорю это с плохой точки зрения, я обожаю маркетинг, обожаю продажи. Но здесь надо просто это разделять. Если вы идете как участник таких курсов, да, вот у вас много обиды внутри, и вы идете на тренинг, как там побороть свои обиды. Если это качественно сделанный тренинг, это хорошо, потому что обида – это ваш симптом, это ваша такая внутренняя дверь, через которую вы можете поработать со своим конфликтом, со своим расколом. Или там лишний вес, или что-то еще. То есть, иначе вы не придете на этот тренинг, вам психолог, который его продает, правильно делает, потому что вас нужно пригласить через какую-то понятную для вас проблему. А работать внутри с вашим конфликтом. Это если вы как участник этих тренингов. Если вы как психолог, кто проводит эти тренинги, тогда для того, чтобы это были качественные тренинги или качественные программы, вы должны обязательно понимать этот момент, что работаете вы внутри с одним и тем же. Да? Просто, если вы это так скажете человеку, приходи, поработаем с твоим внутренним расколом. Это менее понятно, как если вы скажете человеку, который постоянно переживает обиду, что приходи, мы поработаем с твоей обидой. Вот. Но еще раз, смотря по какую вы сторону, да, находитесь. Если вы как участник, хорошо, если вы как психолог, кто создает или планирует создавать эти тренинги, очень важно, чтобы вы для себя понимали, что на самом деле профессиональная психология не делит вот так вот инструменты работы с ревностью, инструменты работы с обидой, инструменты работы с психосоматикой и так далее. Есть общий, такой универсальный алгоритм, как исцеляется вот этот внутренний раскол, внутренний конфликт. Тогда все симптомы уходят.